Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного кабинета Facebook в CRM-систему YouOnTravel. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в YouOnTravel вы сможете создавать новые заявки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Теперь переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой рекламные страницы, к которым вы хотите предоставить доступ. Если в будущем у вас появится новая рекламная страница, вам необходимо будет переподключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive и отметить эту рекламную страницу галочкой на этом шаге, для того чтобы иметь возможность с ней работать. Я рекомендую отмечать галочкой сразу все рекламные страницы, для того чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать данные сразу по всем рекламным формам, оставляем пункт «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите выбрать формы индивидуально, выбираем пункт «Нет, настроить формы индивидуально». Теперь необходимо отметить галочкой формы, по которым вы хотите получать данные. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных одного из лидов. Если на этом этапе реальных данных нет, попробуйте проверить, есть ли у вас админ доступ к рекламной странице, которую вы выбрали в настройках. Например, можете ли вы по этой рекламной странице выгружать лиды в личном кабинете Facebook вручную. Если у вас еще не запущена реклама и у вас реальных лидов нет, вы сможете через рекламный кабинет Facebook сгенерировать тестовый лид вручную. После того, как вы это сделаете, нажмите «Загрузить тестовые данные из Facebook», и когда он здесь появится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем YouOnTravel. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите на основании новых лидов из Facebook создавать новые заявки, выбираем действие «Отправить заявку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт YouOnTravel к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет YouOn. Далее переходим в раздел интеграции API Webhook. На этом этапе вам необходимо проверить, чтобы были включены обе галочки, скопировать API ключ и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля YouOnTravel, которые необходимо заполнить для создания новой заявки. В эти поля вы можете назначать переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка.
Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в YouOnTravel в качестве новой заявки при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в YouOnTravel». После успешной отправки переходим в YouOnTravel и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных YouOnTravel успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!